Мы летим на Криту. На Криту. Привет, все, ребята. Сегодня натерпила. У нас сегодня шляпа шляпная. Ребята, I'm very drinking now, but we have swimming and bathroom. Ой. Мы сидим в больнице, ждем, пока спадет отек. Артему сделали капельницы. Мы шпионы. Мы жесткие шпионы, ребята. Хоть я и боюсь церквей, но она милая. Хоть она и без света. Ребята, живите свою лучшую жизнь, понимаете? Не стесняйтесь никогда. Жизнь одна. Артем меня больше никуда не повезет. Сказал, что ты не умеешь себя вести. Начинается влог. Наш влог с ребятами. Мы улетаем в поездку. Поездочка. Наши чемоданчики. Высаживаемся и бежим, мчим на самолет. Мы летим, знаете куда? Ну, по надписи вы будете знать, конечно. Мы летим на Криту. На Криту. В Грецию, ребята. Отпуск. У нас типа all inclusive. Мы планируем прям жестко пить. Ну, посмотрим. Там сейчас вообще прохладно, где-то 20 градусов. Ну что? Мы готовы. Мы поедем отдыхать. Мы во влоге. Артемий, ваши впечатления по поводу отпуска, собственно. Ваши ожидания. А ваши ожидания, можно, пожалуйста? Ожидания, посмотрим. Мои ожидания одни, как она будет другое. Посмотри на Влада. Ваши ожидания от отпуска, молодой человек. Хочу поспать. Бля, эти люди орали, вот эти люди больше всех втроем. Мы будем пить! Мы будем пить! Мы будем... Я через только что дрожала от холода просто. Холодрыга ужасная в одной рубахе. Короче, отправляемся. Встретимся на Крите. Я надеюсь, что им будет плюс 30. Наша первая ситуация. Ребята ищут паспорта на паспортном контроле. Это не паспорта. Ну, на регистрации. Артем забыл косметичку переложить к себе. Ой, ко мне. У нас есть официанты. А ты знаешь, что тебе взлета надо ждать? Карин, тебе надо взлета ждать. Ты не можешь просто так пойти. Я буду терпеть тогда 3 часа. Интересно, почему только после взлета? Всем привет! Сегодня я терплю 3 часа. Сегодня натерпила. Чтобы сходить в туалет. А вы знали, что Air Baltic один из своих самолетов назвал вагиной? Есть какой-то город в Эстонии, который в переводе, по-моему, на английский или в шведский, или на какой-то язык, в переводе вагины. И было голосование, и все люди начали по приколу голосовать за этот город, и самолет назвали в честь этого города, и сейчас над нами где-то летает вагина. Давай, идем. Конечно же, начнем с рум-турчика. Вот, я нахожусь в двери. Здесь у нас такой шкафчик. Сейчас посмотрим, что здесь. Ну, всякие одеялка, вешалочки, сейф и полотешко с утюгом. Справа сразу у нас находится ванная. Очень уютненько. Хорошая раковина огромная, чтобы я могла расставить свою ерунду. Уборная и такая скромная душевая. Владик говорит, что не тянет на свои деньги, но мило. Тут у нас мини-бар. Мини-бар скудненький, но он есть. И водичка есть. Кофеечек, тут все такое. Здесь у нас дамское зеркало. Диванчик для отдыха со столиком. С этой стороны у нас телевизор. И, собственно, наша ложа выглядит вот так вот.
И самое очаровательное, это, конечно же, вид. У нас номер с бассейном личным. Ну, там есть огромная территория с обычными, ну, для всех. Вообще, мы взяли еще такой вот шикарный номер. И там попадает солнышко, надеюсь, бассейн теплый. Какая красота. Вот уже море. То есть мы можем просто здесь плавать, выйти на газончик и сходить к моречку. Ну, кайфы. Мы поспали буквально пару часов в самолете. Ребята сейчас тоже заселяются. Мы заселяемся и выходим кушать, пить кофе и, конечно же, уже, скорее всего, пить алкоголь. Всем привет! У нас сегодня шляпа шляпная. Жизнь общажная. 2 шляпы в шляпе. Нормальное начало, мне кажется. Мы сидим тут в солнечных Ну, шляпах, Артём. а на небе просто А на тучище. небе белый. Валяй куртку по полу. Мне нравится шляпка. Мы уже пьем. Лучший для вас. Мы уже пьем. Там просто... This one for you. Yeah. Oh, really? Cheers. Это ягерь? О май гад, very bad. Very good. Это ужасно. Из новостей. Мы пропили обед. Мы пропили обед. И, собственно, пока мы пили, закончился обед. Ну, мы сняли all inclusive. Господи помилуй, я надеюсь, это останется во блоге, что-то понятное. Эти пьяные люди мешают мне говорить. Так вот, мы пропили наш обед, и сейчас идем просто хотя бы покушать какие-то снеки, ланчи, чего-нибудь. Нормального обеда у нас уже не будет. Но надеюсь, что на ужин мы сходим. Вот. All inclusive с алкоголем, ребята. 2 часа дня, мы уже бухие в хлам. Я вообще не знаю, что делать. Эта неделя пройдет очень, быстро, наверное. Быстро и непонятно. Ребята, I'm very drinking now. В море бежать. Не рекомендую. But we have swimming and Я бы bathroom. в море Ой, разочек бегал. swimming pool. English is my professional language. Лангуаге. Эй, братья, Цунами не будет? в это видео, видите? Сегодняшнее утро начинается в такой компании. Все как обычно. Половина еле живых людей выдвигается плавать на яхте. Просто каждый день из-за того, что мы очень хорошо гуляем, утром нам очень сильно тяжело прийти к новым гуляниям. Но в этот раз вы увидите эти лица, Что собственно. мне говорил? Че у тебя? Ты чё не пьешь? Ты чё это? Ты подводишь. По итогу я вчера пока 3 выпил, ты выпил 1,5. Я когда уже 3 начал пить, ты еще 1 допивал. И я тебе говорю, Влад, ты чё такой? Такой, да в смысле? Ты смотри, стакан. Вот такая ситуация. Ладно, встретимся на яхте, ребята. Сразу поднимаетесь. А вы тоже со мной будете? Нет, это одна, будешь осторожно, голова. А как мне залезть? Спина. Давай. Да, не морской человечек. Мы прилетели, приехали на яхту. Будем плавать на прекрасной яхточке. Вот тут у нас такой есть столик, тут такая кабина. Впереди там уборные каюты. Есть место на носу впереди. Вот это тоже надо. Вперед это к носу мы выйдем там. Ну и поднимемся наверх, посмотрим еще наверху. Надо быть очень аккуратно. Как тебе поездка? Пока ветрено. Ветрено. Синоптики обещают ветер. Ну, мы быстро едем, кстати. Но очень красиво. Мне не нравится.
ребята. Вот такие. Потекшая тушь, зато я искупалась. И мы сидим, кушаем. Ребята уже сплавали. Я вообще прохладно очень. Не готова, но я очень хочу красивую фотографию. Возможно, я сплаваю на остров ради красивой фотографии. Так, у нас время обеда. Тагил? Тагил. Very good, very well. Уже как бы сколько времени, а мы еще трезвые. Артём. Так, тут какое-то мясо с рисом, салатик греческий. Это тоже что-то типа лазаньи, только вот в греческом стиле. У нас такие национальные греческие блюда. Что ты нюхаешь? Весь забрала. Very good, very well, Артём. Я могу. Не, это вот туда вот very good, very well. Very good, very well. У тебя что? У меня oh yes. Вот так выглядит третий день, да? Второй день. Это второй наш день. Собственно, человек весь вообще, его просто телепает от того, что настолько он сгорел. То есть не просто подгорел чуть-чуть, да? А тут Не полная подкоптился. жесть. Это меня пережарили. Естественно, даже лоб, вообще, уши вообще у тебя, я не знаю, как будто лопнут у тебя сейчас. Да? Уши вообще надо мазать срочно. Это тебе ты улыбаешься, такая, хорошо, что не я. Я тоже вот вся. Романтика. Ай, господи. Артём, если, тебе нужна помощь, подай знак. Видишь, мам? У меня все прекрасно. Мы любим друг друга и живем. Боялась. И живем. А ты говорила, так не бывает. А я сижу на яхте, где когда-то был шейх. Меня кормят ложечки. А ты говорила. Влад сегодня умирает. Да, сегодня он не такой веселый, как обычно. Такая у нас... Сегодня уже не oh yes. Сегодня у нас релакс яхта. Кушай. Да, такая вот. Но больше всего кайфует вот эта дамочка. Сидят и вот. Я больше не буду. В смысле, ты больше не будешь? Я обнаелась. Нет, ты доедаешь. Значит, Владик, ты дай. Влад, ты доедаешь всегда. Я тебя покормлю, не переживай. Мой торт мы не отдаем. Жаба задушила. Это мой торт, я никому его не отдам. Мой пирожок, мой. И знаете, я на яхте пью вообще-то кофе. Я Хороший вопрос. И что? не алкоголь, а кофе. Возвращаемся в порт. Уже заехали. Это старинный замок такой. Очень красиво. Там даже лев. Картинка льва видна. Романтика у людей не мешает. Нам рассказали интересную историю про то, что вот буквально в прошлом году этот порт был государственным. Сейчас его на данный момент продали частному предпринимателю итальянцу. И вот будет видно, что с этим портом, так сказать, как он будет развиваться и что с ним будет. Очень интересно будет посмотреть на это. Буквально, даже не год, меньше года. Меньше года, поэтому вот будет видно. Очень прикольно. Потому что плохой компании пробовала. Ну, плохая компания. Ничего не плохого. Ребята, всем привет! Это наш третий день влога. Я
Ю. Кофе с Беллисом. А еще мы все опухли и сгорели, и вот мы красные. И Артем тоже вот у него лоб как у тупорылой акулы. Не, это реально как на шишку похоже, я сейчас смотрю. Эта дамочка решила греться в Греции. Ну, я же в Греции, мне надо греться. Вот таким вот образом. На 4 стопки какого-то непонятного пойла. Если мне сейчас тоже опухнет лицо. В одно лицо. А второе у нас как бы чрезвычайное происшествие. У человека набухла голова, жесточайшая. Там пухло, столько пить. Жесть. Такая погода у нас, конечно, шикарная. Чисто для прогулок. Очень холодно. Где-то 18-16 градусов. Еще и больной человек придет. Еще и больной человек. Какой ты красивый. Это настоящий греческий кот. Или ты кошка, ты гречка. Ты настоящая гречка. Ай, красивая гречка. Очень увлекательная история. Мы в госпитале заполнили документы из-за того, что там что-то с какой-то страховкой именно какой-то европейской нету, то есть нужно было дополнительно заплатить. И сейчас пока неизвестно, просто взглянули на него глазком и отправили еще к какому-то врачу. Вот. Короче, ждем, что ему вообще там скажут. Больница выглядит жутко очень, она в таком, типа, подбитом состоянии, знаете. И врачи как будто так немножко. Ну, ждем. Мне кажется, это нельзя снимать. Мы сидим в больнице, ждем, пока спадет отек. Артему сделали капельницы. Треугольный. И мы играем в игру. Ты посмеялась, Потому что я снимаю. Ты посмеялась. Короче, эти странные люди решили, что я проиграла. Короче, мы сидим в больнице и играем в игру «Я». Это когда нужно по кругу говорить. И если ты засмеялся, то тебе добавляется слово. То есть, там, допустим, «Я», там, треугольник или плохие слова. И так вот по кругу до 5 слов. Я персимон. Я олух. Я лопух. Не, это Владик. Я извилистый. Я багровый. Вот так вот. Нас пока не выгнали, ребят. Мы уже тут больше 2 часов. Я переспелый. Мы уже находимся в больнице больше 3 часов. Нас тут нормально не выписывают. Короче, непонятно, что происходит. И какой-то мужчинка другой, грек, ему надоело, либо что-то произошло. Он тут ругается. Пришла охрана. И нам просто настолько стало интересно, типа, что вообще происходит. И он кричит, и мы отправили Артема с переводчиком аудио, чтобы услышать, перевести хоть пару слов, на что он возмущается. Почему здесь охрана пришла? Просто мы шпионы. Мы жесткие шпионы, ребята. Обстановка по кайфу. Так, обстановка такая. Мы вышли из больницы. Мы уже психанули, просто пошли на кассу и сказали, давайте нам сколько заплатить, уже, пожалуйста, давайте мы уйдем. Нам сказали, ничего не надо платить. То есть, по сути, поход в больницу, вот это все, там 3 капельницы было, там еще что-то. Просто за прием заплатили только 20 евро. Но просидели, конечно, очень долго, потому что врачи хотели увидеть изменения на лице. Но изменения были, половина отека ушла, но только реально спустя 4 часа. Очень долго просидели, увидели много, там очень душно, там плесень, вообще, короче, жесть. Но хорошо, что все хорошо. Вот такие дела. И, конечно, мы понаблюдали прекрасную картину, как какой-то грек ругался, пришла полиция, security. Ну, короче, интересный день оказался в итоге. Такие дела. Не знаю даже, успеем ли мы на ужин. И как вообще нам еще ехать к отелю. Часа 1,5-2 где-то. Надеюсь, мы встретимся с вами на ужине. Пожалуйста. Мы возвращаемся поздно. Уже
был закат давненько, и мы просто по темноте вообще непонятно где, непонятно какими серпантинами в поисках заправки, потому что у нас осталось где-то на 50 километров. Короче, у нас уже горит бак. Надеюсь, все сейчас будет работать, и мы сможем заправиться. У ребят такая же ситуация, они вот за нами едут. Причем у них ровно столько же. Ровно одинаково, да. Да, у нас было чуть меньше 49, и у них 49. Да, но что-то выиграть так, как будто уже весь город спит. Тут как бы сейчас 9 вечера. 9:07. Все, тут вообще уже просто. Интересный факт про Грецию. Если вы хотите куда-то поехать, большинство дорог будет без освещения. Мы наконец-то вот доехали, где есть фонари хоть какие-то. Все остальное время были прям жесткие скалы, такие страшненькие, знаки того, что как бы, сыпятся эти скалы. И 0 фонарей, абсолютный 0, абсолютный. Так, некомфортненько. Еще ни одна заправка не работает, они закрыты ночью. То есть ты в скалах, и не работает ни одна заправка. Это трэш, вообще жесткий трэш. Еще, кстати, интересный факт про Грецию, что тут бывают ночи без луны. Они очень темные. Вот, смотрите, все, фонари закончились, вот так выглядит все. Вот вообще нету, не видно ни звезд, вообще меня тоже не видно. Ничего не видно. Жесть. Скажи, тут луны нету не в том плане, что она закрыта облаками, а просто тут бывают такие ночи, в которые, правда, даже в чистое небо не видно луны. Географически такая вот фигня получается. Да, короче, просто прикольный факт такой, очень интересный. Нам вот девушка, которая была на яхте, сотрудница, она нам рассказывала это и рассказывала, что именно в такую ночь у них была поездка в море, нужно было там отвезти кого-то, именно ночью, знаете, там кого-то к большой яхте привезти, так сказать. И это было именно в ночь, когда не было луны. И был шторм, большой шторм. Короче, страшная какая-то ситуация, я бы не хотела такому оказаться. Наконец-то заправка, ребят. У нас осталось на 43 километра где-то примерно, и мы находим рабочую заправку вроде как, да? Ну, она хотя бы светится, скорее всего, работает. Ура! Мы не останемся где-то здесь ночевать. Замечательно. Сегодняшний день начался вообще не утром, но мы позавтракали не в отеле, в городе. Очень долго ждали, но в целом вкусно позавтракали. И теперь отправляемся в город, как называется? Как-то на М. Матала? Матала. Матала, да. Матала называется город. И едем просто неимоверно красивыми дорогами. С горами, с лесами, с виноградниками. Вообще кайф. Смотри, впереди перепад. Да, мы выехали с дождя к солнышку. Красота. Ребята едут сзади на таком же мини-купере зелененьком. Вообще красота какая. Это невероятно. Самое интересное, что на территории, где наш отель, там такая зона дождливая. И мы вот решили уехать посмотреть в другой части. Посмотрели по погоде, вот здесь вот нету дождика. И даже солнышко. И здесь теплее на где-то 4 градуса. У нас где-то 16 градусов, а здесь будет 20, даже если не 22. Просто кайф. Остановились с красивым видом, нашли хоть какой-то уголочек, чтобы сфотографироваться
с двумя жучками этими. Очень красиво проезжали, только что неимоверные горы, но не было где остановиться там, к сожалению. Добрый вечер, добрый вечер. Это мой мини-купер. Это мой влог. Маленький хулиган. Мальчуган-хулиган. Здрастенький. Мы приехали в Маталу. Какой-то городок у моря. Там неимоверно красивые горы, моречко. Здесь людей прям как в Кирилловке. Кто был в Кирилловке, ребята, это просто Кирилловка. Здесь точно так же люди сдают, знаете, сделали свои бараки побольше и просто сдают комнатки. Вот, ну вот, типа вот такая фигня. Дворик, там пару машин может влезть, знаете. И там на 5 комнат, допустим, или на 3 комнаты сделан дом. Интересненько. Где? Сейчас дойдем к более красивому месту, покажу. Что-то солнце так светило, прям пекло. Мы только вышли с машины, просто солнце спряталось, теперь холодно. Смотри, там эти дырки какие, там люди шастают, купаются, да, люди. Мне кажется, здесь есть кальян. Выглядит, как будто здесь красиво, есть кальян. Да? Очень красиво. Посмотри на скалу, там в скале вон люди ходят. Там какая-то достопримечательность. Мне кажется, нужно добраться туда, не хотите? Может, там пещера какая-то есть? Мы взяли джус, ждем джус здесь. И я увидела церквушку. Вот смотрите, как город выглядит. Типа он весь такой, типа, в магазинчиках, кафешечках и в горы сзади. Очень красивый ресторанчик. Прям с какими-то старыми камушками, там с этим такой антуражный. И здесь просто стоит такая маленькая церквушка. Такая вся с камушком. Ну, видно, что она старенькая, правда. Мне кажется, она прям работает. Она, конечно, очень маленькая, но очень миленькая. Хоть я и боюсь церквей, но она милая. Хоть она и без света. А еще здесь жуткий ветер, и мне постоянно подлетает платье. Вот это. Мы собрались и идем пробовать наш спа. Дорога ведет просто. Тут окошки, там видно горы, зеленушку, какой прекрасный коридор. Тут дворик. Есть спа, сауна, то есть огромный бассейн там. Не совсем красиво, наверное, снимать голых людей. Поэтому просто, то есть спа, сауна, хамам. Вот тут внизу. Там все это есть ресепшн. Есть все там виды массажа, очень слишком много. И спортзал, прям беговые дорожки стоят возле бассейна, короче, это странно. Мы рассчитывали на то, что будет здесь бар у бассейна, а здесь у бассейна какой-то спортзал. Впервые такое вижу, тем более в All Inclusive. А еще здесь очень интересно, что спа с 16 лет. Ну, кстати, это хорошо. Не, спа, типа, вот эта зона, а вот этот бассейн, типа, можно. Идем туда посмотрим? Да, пойдем. Освежите. Ну все, дальше не могу снимать. Ну, короче, кайф. Мы будем греться, потому что мы приехали в такую погоду, когда именно сейчас неделя дождей и 16-20 градусов. Только мы уезжаем, уже 26. Обидненько, но будем кайфовать как есть. Я знаю, но когда печаль
в моей душе я вспоминаю. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Яхта, август, и мы с тобой наши девочки. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. И пришли на ужин, уже съели стейки. Очень... Корова внутри. Очень вкусные стейки. Нам очень понравилось, и мы решили сверху зашлифовать это десертом. Вот, очень прикольный вид, хорошо, что здесь закрыто. Шоколадные яйца. Здесь красивый антураж, открытая кухня. Там еще другая часть зала. Да, я буду за чай. А здесь у нас вот территория отеля. Все наши бассейны, островки, пальмочки. Очень красиво. И если прийти не так поздно, то можно посмотреть на море и на закат вот в той части. Короче, мы вкусно кушаем и бежим собирать наши чемоданчики, вещи, потому что уже завтра в 9 мы выезжаем с отеля в аэропорт. Вот такие дела. И прощаемся с нашим прекрасным видом. Уже отдали чемодан. Пока, моречко. Вид, конечно, вообще шикарнющий. Все взяли. Шляпу оставляем. Оставляем прекрасные воспоминания на прекрасном не вы, а на прекрасном острове Крит. Кайф. Не успели позавтракать, но мы не хотели, поэтому сейчас погода, конечно, дождливая. Мы топаем. Нас довезут на гольф-каре, что будет намного поприятней. Потому что идти буквально, 2-3 минуты аж. А под дождиком и ветром это совсем неприятно. Зато мы здесь успели вообще абсолютно все. И загореть, и напить, и хорошо провести время, в спа сходить, и поругаться. Мы весь спектр эмоций здесь испытали и очень круто провели время. Каковы ваши впечатления? Я лечу домой. Артем меня больше никуда не повезет. Сказал, что ты не умеешь себя вести. Педагог младших классов возвращается. Трэш вообще, трэш. Не курите, ребята. Короче, мы в аэропорту, мы покайфовали. Сейчас будем кайфовать в самолете. Сейчас будем работать. У нас намерение прилететь и ехать кушать борщ с самолета и немножко отходить от нашего прекрасного отдыха. Потому что пить на протяжении недели все-таки нельзя, наверное. Вот, самочувствие, конечно, такое интересное. И правда даже не хочется уезжать, несмотря на то, что вчера была ужасная погода, очень ветреный дождь. Ну, короче, мы кайфуем, мы очень счастливы вообще от всего, что с нами произошло за эту неделю. Встречаемся в следующей стране.